Команда, которая сама в себя не верила, начинает разрывать всех налево и направо. Завоевывает первое место в групповой стадии чемпионата мира, а затем проигрывает 4 карты кряду и покидает турнир. Нет, это не канал Cliffhanger, где пересказывают сюжеты художественных фильмов. С вами Maelstrom, и вы смотрите Датаскоп. Думаю, многие уже догадались, что речь пойдет о бывшем составе Evil Geniuses, а вернее об их выступлении на The International. В действительности, практически никто не верил в то, что ЕГЭ способны не то чтобы выстрелить, а показать хоть какой-то достойный результат. Именно поэтому наблюдать за их победой не только над слабыми Sonics, но и над фаворитами в лице LGD и OG было любопытно. Как оказалось, сюрпризом подобная прыть была не только для зрителей и аналитиков, но даже для самих игроков. Немного подпортила впечатление игра против Liquid, но следом FlyBulba вновь прошлись по головам, уступив лишь Boom Esports в ничего не решающем матче. И что? И все. В плей-офф команду будто подменили, или вернее сказать, вернули прежнюю версию, в которую никто не верил, и которая ничего не могла. ЕГЭ безыдейно проиграли 4 карты командам из слабейшего региона и покинули чемпионат. Небольшая ремарка. Конечно, сейчас мы знаем, что Thunder Awaken были в шаге от топ-4, а Beast Coast уже приучили нас к своим выстрелам на ланах. Да и Южную Америку слабейшим регионом теперь не назвать. Теперь это Северная. Но все же поражение в 4 картах кряду после первого места в группе смущает даже сейчас. У меня довольно быстро родилась теория, почему так произошло, однако ее детали оставались неясны. К тому же, разбирая игры, я никак не мог перестать пытаться натянуть сову на глобус и приводить все к этой теории насильно, вопреки истине. Это, кстати, постоянная проблема. Поэтому я попросил своего другана с высоким ММР СКК сделать разбор всех игр ЕГЭ на турнире и уже эту выжимку наложить на свой вывод, чтобы посмотреть, насколько он верный. К слову, СКК выпустил свой видос по детальному разбору второй карты ЕГЭ Beast Coast, и он вышел довольно годным. Ссылка будет в описании. Практически все поединки группового этапа команда делала упор на статичные линии, а единственный экшен исходил от Абеда. Забегая вперед, скажу, что так они играли весь турнир. Филиппинец носился туда-сюда, сайды фармили. И в этом нет ничего особенного. Как вы могли заметить из предыдущих датаскопов, команды почти всегда привозят на лан одну концепцию и отходят от нее лишь в случае повторяющихся неудач. У ЕГЭ неудачи носили кактарастический характер, а стало быть, стратегия в корректировке вроде как не нуждалась. Пока филиппинский мидер исполнял танцы с бубнами, Nightfall и Артизи качались. И это работало. На что я обратил внимание, так это на довольно негативный окрас анализа СКК. Причем не по отношению к одной из команд, а буквально ко всему происходящему. К примеру, первый позитивный мув от ЕГЭ, не считая выбора героев, он отметил только лишь на 28-й минуте 4-й карты турнира, при том, что все предыдущие они выиграли. Этот факт сразу заставил задуматься, либо мой аналитик предвзят, либо уровень игры команд в группе, где играли ЕГЭ, был не очень хорошим. Чтобы разобраться, давайте взглянем на результаты верхней сетки плей-офф НТА. В первом раунде команды из группы А проиграли все свои матчи со счетом 2-0. А в итоговой восьмерке доминация группы Б очевидна. Получается, что как минимум на фоне второй восьмерки первая была гораздо слабее. И вот это и есть одна из важнейших причин так называемого спада ЕГЭ. Я хочу сказать, что не было никакого спада, потому что не было никакого подъема. Просто с группой повезло, и соперники оказались в еще более ужасной игровой форме. По сути, единственной по-настоящему грозной силой были Liquid, занявшие в итоге топ-3. И им гении проиграли. И все же на старте удалось обыграть и LGD, и OG, которые по итогам взобрались выше. Можно, конечно, этот момент снова списать на невезение с оппонентами в плей-офф, но согласитесь, слишком уж большой спад получается для простого невезения. Тут явно есть что-то еще. А разбирая анализ СКК дальше, я понял, что причина неудач частично укладывается в мою теорию, о которой было сказано ранее. Думаю, настало время вас с ней познакомить. Основной смысл этой гипотезы в том, что команду на себе тащил Nightfall,
И разницу между игрой в группах и плей-офф нужно искать именно в его перформансе. Но давайте пойдем по порядку. Как было сказано выше, команда вливала все ресурсы в первую и третью позиции. Но импакт кэрри и оффлейнера при этом был совсем разный. Вот как играл Артизи. Матч против RNG. Огромное преимущество гениев. Абит и Крит убивают Морфа в миде. Туда же смещаются Бруда и Клок. Однако Артур решает, что не имея Аегиса и БКБ, самым верным решением будет оставаться на линии и долбить крипов. И все бы ничего, но... Против ГГ также было много странностей. Так, после того, как курьера Флая убил зомби, при полном отсутствии вижена, Артур решил, что можно подняться на ХГ. Быстро понял, что ошибся, но уйти уже не смог. А как вам этот рассказ? Как его назвала СКК? Тимека Трибьют. Nightfall, напротив, был самым стабильным звеном. Даже когда команда принимала сумасбродные решения в виде, например, вот этой атаки на LGD, когда за смертью Инчи гении решили отдаться по цепочке, Егор был единственным, кто быстро осознал печальность затеи и не стал вписываться. Абсолютно безыдейный файт. Оцените подставку Эмбера под Дума и урон Войда в хроносферу. Лучший мув ЕГЭ в левом верхнем углу экрана. Кстати, ставь лайк, если тоже собираешь пику на инче с Dragonlance, а не с Форса. А вообще и начался турнир с карты, в которой именно доминация Nightfall на линии помогла моментально забрать инициативу. Егор не просто убил кэрри, он снес вышку, захватил лес от зонив соперника и инициировал Рошана, чем помог выиграть матч. Получается, что ту часть ресурсов, которую забирал Егор, он реализовывал, а вот Артур высокого доверия к себе не оправдывал, и к плей-офф было бы неплохо скорректировать схему игры так, чтобы он получал чуть меньше, а излишки делили между собой остальные. Но первое место в группе усыпило бдительность ЕГЭ, и они не стали ничего менять в своей страте. И все же кое-что изменилось. Если на старте турнира корам гениев, особенно Nightfall'у, доставались крайне приятные матчапы, как, например, Бист на 24-й в Джаггера и Магнуса, сильный Энигма во второй и третьей стадии, Разор против ТБ. Да и у Артура были неплохие персонажи, особенно в серии против ББ. То вот в плей-офф также удачно пикнуть не вышло. Сперва был не слишком успешный Тайд, которому крайне неприятно играть против Панга и Сикера. Стоит отметить, что показу нереально везло, и он выжил в той катке своего героя все 100%. На 36-й минуте Егор подставился на миде, что, безусловно, является его ошибкой. Ну, я не пытался сказать, что он был безупречен. Я говорил, что он мало ошибался. Инвокеры SF не успели вовремя поддержать своего оффлейнера. А именно в слаженной комбинационной игре и была вся сила пика гениев. После этого Сикер и Панга без проблем добили рассыпавшийся строй оппонентов. Обратите внимание, как Показ выжил на лоу хп. Он затем отхилился от крипов и вернулся в файт. И так кэрри перуанцев делал несколько раз по ходу карты. Это, кстати, была для ЕГЭ первая встреча, сыгранная на сцене. И с моральной точки зрения, думаю, она была довольно важна. После Тайда был Разор, пикнутый в Морфа. Разор, основная задача которого садиться на вражеского кэрри и лишать его урона статик линком, что вообще никак не работает против Морфлинга. И, наконец, очередной Бестмастер, герой, с которого Nightfall начал этот турнир. Так уж вышло, что им он его и закончил. Сам по себе Бист был неплох, только вот взятый против Чена он сильно потерял в эффективности, как в начале, так и по ходу. Все затяжные драки Стингер отбирал Эншента с Оверлорда, делая Рексара во многом бесполезным. Да и Артуру давали неоптимальных героев. Вот, к примеру, его террор, пикнутый в Марса и наносящий огромный урон арене в решающих файтах. Ну, я думаю, насколько для любого рейнджа неприятна арена Марса, объяснять не нужно. В общем, драфты для кэрри и оффлейнера были плохими.
И это уже само по себе беда. А тот факт, что в них еще и загружали весь доступный команде фарм, сознательно жертвуя остальными позициями, сделал из нее настоящую катастрофу. Вот так мы нашли ответ на вопрос, поставленный в моей теории, и заодно подтвердили ее. ЕГЭ действительно во многом сдали из-за Nightfall, только не потому, что он стал хуже играть, а потому, что ему стали хуже драфтить. И разница между его перформансом в группе и плей-офф была колоссальной. Но теория оказалась неполной, потому как и для Артизи пикать стали плохо. Только вот разница в его игре была не так заметна, так как он руинил что в конце, что в начале. Так мы подошли к финалу выпуска, но прежде чем перейти к нему, хотел рассказать вам, что больше контента можно найти у меня в Телеграме. Там я выкладываю подкасты, предикты, интересные новости, забавный бэкстейдж с эфиров, а также многое другое. А для тех, кому и этого мало, есть Бусти. Кстати, подписчики оттуда уже посмотрели Датаскоп, ведь для них он вышел на сутки раньше. А к нему еще и дополнительные материалы. Ссылки на все это дело в описании видео. Ну а теперь давайте взглянем на все причины кажущегося взлета и реального падения злых гениев. ЕГЭ начали в слабой группе. От них никто ничего не ждал. Команда смогла сделать ставку на свои сильные стороны, то есть Nightfall, и оппоненты вообще ничего с этим не делали. По ходу турнира, а особенно в плей-офф, противники стали сильнее и умнее. Поняли, как играют гении, да и еще и лучше драфтили. Подобная картина сулила тяжелую судьбу на мейн-ивенте в случае, если Бульба не примет меры. Но в тот момент, когда ЕГЭ в качестве оппонента выпали очень сильные команды, полностью готовые к их плейстайлу, они перестали делать ставку на свои сильные стороны. Или вернее сказать, делали ее, но так, что ничего не могло сработать даже в теории. То есть вливали фарм в нерабочих героев. И есть еще один глобальный фактор, который относится не столько к этому турниру и составу, сколько к причине провалов ЕГЭ в последние годы в целом. В далеком 2018-м система DPC насчитывала 9 мажоров, а это означало огромное количество практики для топ-коллективов вне зависимости от региона. В начале 2019-го эта цифра сократилась до 5, а в 2020-м из-за ковида оффлайн-турниры вообще исчезли. Команды из сильных регионов остались с хорошими практис-партнерами, в то время как ЕГЭ деградировали в Северной Америке. Естественно, ни к чему хорошему все это привести не могло, а мы с вами лишь наблюдали итог, закономерный и однозначный. Тем не менее, организация все же нашла выход из этой ситуации, подписав хороший состав в куда более живой Южной Америке, и я бы смотрел на ее будущее с оптимизмом. Как и на будущее Nightfall, который вернулся в родной регион, где по-настоящему раскрылся, побив все мыслимые и немыслимые рекорды по КДА. Что же касается оставшейся четверки, они отправились в Новую Аргу все в том же регионе. И сдается мне, из этого не выйдет ничего хорошего, ведь Северная Америка стала еще слабее. Так или иначе, все три команды, некогда составлявшие ЕГЭ, прошли на мажор в Лиме, и совсем скоро мы узнаем, кто в итоге принял лучшее решение. Организация, Nightfall или четверка его бывших тиммейтов. На этом на сегодня все. Не забывайте про свои лайки и комменты. До скорых встреч!